Ты, Навальный, чужие деньги считать любишь, к дочери Путина и ее фонду лезешь. А вот расскажи нам тогда, откуда деньги у твоего фонда? Кто и зачем финансирует эту борьбу с коррупцией? У меня сложилось ощущение, что и в Кремле, особенно в правительстве, есть две башни. Одна башня работает вместе с американскими спецслужбами на господина Навального. Такие комментарии я получил во множестве после нашего ролика о том, как зарабатывает фонд «Иннопрактика», принадлежащий младшей дочери Владимира Путина. И вы знаете, такая штука, я увидел, что это не только какие-то кремлевские тролли спрашивают, но и вполне нормальные люди. Они задаются резонным вопросом. Ну вот вы постоянно мучите власть и ругаете ее последними словами, делаете расследование. Ну а как? Кто сейчас в России не боится дать на этом деньги? И вообще, не слабо ли тебе, Навальный, нам все рассказать? Не слабо. Сейчас расскажу о финансовой изнанке борцов с коррупцией просто вот во всех подробностях. И это, кстати, очень полезные рецепты о том, как находить деньги. И лично я буду очень рад, если вы их сможете тоже использовать где-нибудь в своем городе для финансирования какого-нибудь вашего полезного проекта. Для начала выясняем, что вообще нам надо финансировать. Фонд борьбы с коррупцией – это официальная некоммерческая организация, зарегистрированная по российским законам. У нас есть офис в Москве в районе метро Автозаводская. В офисе работают люди. На всех их с именами и фотографиями можно посмотреть на нашем сайте. Это никакой не секрет. Секретных сотрудников у нас нет. Чтобы платить зарплату и аренду, сами понимаете, нам нужны деньги. Только нужны деньги, деньги, деньги. И довольно много, миллионы рублей. Мы их собираем следующими способами. И здесь вот правило номер один для всех, кто хочет собрать денег. Вы их должны просто попросить у людей. Прямо прямым текстом. Люди, я делаю полезную работу. Мне нужны деньги, дайте мне денег. У меня для этой цели есть такая специальная волшебная красная кнопка. И она висит в конце каждого моего поста. И я постоянно призываю всех нажимать на нее как можно чаще. И кроме этой кнопки я частенько просто текстом пишу в конце важных постов о том, что нужны деньги, мы собираем деньги, и без ваших денег расследований больше не будет. И понравилось человеку наше расследование, а мы ему сразу такие: опа, можешь и денег нам дать. Вот ровно таким образом пост о собаках вице-премьера Шувалова принес нам 156 тысяч рублей. Пост о моем судебном иске к Владимиру Путину собрал 270 тысяч рублей. А наше прошлогоднее расследование о коррумпированной семье генпрокурора Чайки было рекордом и принесло только в самый первый день 1,5 миллиона рублей, а потом еще столько в течение месяца. При том, что съемки фильма о Чайке нам обошлись всего в 250 тысяч рублей. То есть мы и жулика Чайку своим фильмом разоблачили и собрали на этом 2 миллиона 700 тысяч рублей. Голливуд? Второе, и вы тоже можете это сделать. Существенное количество денег нам приносят наши ежемесячные рассылки. То есть мы прямо раз в месяц пишем имейлы, примерно 160 тысяч человек, и говорим им: за последний месяц мы проделали такую-то работу, вот вам наш отчет, дайте нам денег на содержание нашей организации. И люди дают. Например, в прошлом месяце мы собрали таким образом 600 тысяч рублей, позапрошлом 400 тысяч рублей, разные цифры, в зависимости от того, насколько хороший имейл мы написали. Третье и, наверное, самое важное для нас – это так называемые рекурренты. То есть те люди, которые, нажав один раз на красную кнопку и попав на наш любимый раздел сайта ФБК, они поставили специальную галочку, что будут делать нам регулярное пожертвование. То есть они автоматически каждый месяц списывают нам немного денег со своего счета. И это наш стабильный доход. И мы постоянно всех убеждаем становиться вот именно такими рекуррентами, потому что, понятное дело, нам проще планировать свой бюджет, если известно, какая сумма гарантированно поступит нам в следующем месяце. Теперь давайте посмотрим на реальные цифры, это всегда интереснее. На момент выпуска вот этого ролика 2844 человека делают нам ежемесячные автоматические пожертвования. И на этом мы собираем примерно 1,5 миллиона рублей в месяц. Вот это вот наше главное сокровище. Еще одно сокровище – это 20 709 человек, которые делают нам пожертвования время от времени в этом году. Когда им понравился какой-то мой пост, или чем-то им насолила нынешняя власть, ну или просто у них хорошее настроение. Сколько денег они переводят в среднем, тоже расскажу. Средний арифметический размер пожертвования у нас 720 рублей. А так называемое медианное пожертвование, это поймут те, кто математику в школе хорошо учил, у нас 500 рублей.
То есть, как видите, это довольно небольшие суммы, просто их отправляют нам тысячи людей со всей страны. И именно это дает ФБК полную независимость. Никто не может нам диктовать или давать рекомендации о том, что расследовать, а что нет, кого ругать, а о ком молчать. Мы все решаем сами. Крупных пожертвователей у нас довольно мало, и вот сейчас есть только один человек, который ежемесячно присылает нам 50 тысяч рублей, один человек присылает каждый месяц 100 тысяч рублей, и один каждый месяц присылает 300 тысяч рублей. Какие молодцы, спасибо им большое. И мы собрали в 2013 году 24 миллиона, в 2014 году 32 миллиона, в 2015 году 39 миллионов, ну и вот в 2016 году, который еще не закончился, тоже пока собрали 39 миллионов рублей. На эти деньги и живут борцы с коррупцией. В описании к этому ролику есть ссылка на наш годовой отчет. Там довольно подробно написано, на что именно мы тратим деньги. Топ-3 наших расходов выглядит так. 45% денег уходит на зарплаты. Средняя зарплата у сотрудников в фонде у нас 67 тысяч рублей. Вы меня рассмешили. 25% съедают расходы на офис. Это аренда и коммуналка. 12% налоги, зарплатные в основном, которые мы платим очень аккуратно, как законопослушная организация. Замечу, кстати, что отчеты о деятельности ФБК публикуем не только мы, но и Минюст. Организация к нам вот точно враждебная. Поэтому у них можно перепроверить все наши цифры. Кстати, многие из вас наверняка хотят спросить, можем ли мы использовать в работе PayPal, WebMoney, биткоины и всякие другие прикольные штуки. Увы, к нашему огромному сожалению, это делать нельзя из-за идиотского закона об иностранных агентах. Я думаю, что если бы мы могли собирать электронные платежи, мы бы собирали денег процентов на 30 больше. Но тогда мы не смогли бы гарантировать, что каждая копейка получена от граждан России. А сейчас именно так. И если ты не можешь быть уверен в этом, то это прямой путь к тому, что прибегут жулики из того самого Минюста и объявят нас иностранным агентом, а мы этого категорически не хотим. Вот, собственно, и все о нашей немудреной бухгалтерии. Мы всегда рады рассказать о ней, потому что хотим, чтобы фонд борьбы с коррупцией был самой прозрачной и самой понятной организацией в России. Если вдруг у вас сейчас промелькнуло там желание стать одним из доноров фонда, вы, пожалуйста, ни в коем случае это желание от себя не прогоняйте, а найдите ссылку в описании, нажмите на нее и становитесь спонсорами борьбы с коррупцией в России. А также подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.